Только от нас с вами зависит то, какими вырастут наши дети. Очень часто на личные разговоры со мной приходят родители белорусских детей. Это и те, кто прямо сейчас живет в Беларуси, и те, кто уже выехал из страны. У них разные проблемы, но их объединяет одно – беспокойство за будущее своих детей. Родители из Беларуси жалуются на то, во что прямо сейчас превратилось образование в нашей стране. Детские сады, школы и университеты больше не принадлежат детям. Пропаганда использует их в своих целях. Идеологи лезут в головы к детям, даже к совсем маленьким. И у них нет задачи научить детей чему-то важному. Их цель – привить любовь к армии, войне, насилию и лично Лукашенко. Но у наших детей должно быть настоящее детство. Такое, где они бегают друг за другом во дворах, а не на уроках военруков. Где оружие они, если увидят, то только в компьютерной игре, а не потому, что силовики снова принесли им показать автоматы и пистолеты. Где в детских садах они лепят из пластилина или рисуют. Они носят кукол на носилках, имитируя военные действия. Где в школах наши дети учатся на уроках математики и литературы. Они смотрят ролики с пропагандистских каналов. У белорусов зарубежья тоже хватает проблем. Они вынуждены бежали от репрессий, но даже находясь в эмиграции, хотят оставаться белорусами. Хотят, чтобы их дети знали белорусский язык и нашу историю. В другом государстве сделать это очень сложно. Их детям просто негде учить родной язык и историю своей страны. На уроках им не рассказывают о Беларуси и о наших героях. Об этом всем дети могут узнать только со слов родителей или в интернете. Лукашенко превратил Беларусь в репрессивное государство. И мне, как матери, обиднее всего, что от такой политики страдаем не только мы, страдают наши дети. Государство военизирует почти все сферы жизни и пытается заставить людей бояться, защищаться от мнимого внешнего врага. Но защищаться нужно от самого государства. Але што ў такой сітуацыі рабіць бацькам? Як засцерагчы сваіх дзяцей? Усім дзецям трэба надаваць увагу, размаўляць з імі і па магчымасці займацца іх адукацыяй. Я ведаю, як гэта ўвесь час знікаць на працы, але я таксама ведаю, наколькі важная для дзяцей бацькоўская увага. Напрыклад, вечарамі я чытаю сваім дзецям кнігі на беларускай мове. Агня ў нейкі момант вырашыла глядзець мульцікі на ўкраінскай мове, таму што яна вельмі падобная да беларускай. А Карней захапляецца гісторыяй Беларусі і часта расказвае нам цікавыя факты. Дарагія бацькі, расказвайце сваім дзецям пра нашу краіну, нашу мову, нашу гісторыю і культуру. І калі вы ўнутры Беларусі, не адпраўляйце дзяцей на ідэалагічныя мерапрыемствы, асабліва ў выходныя дні. Лепш схадзіце з імі ў парк, наведайце бабулю ці дзядулю. І абавязкова размаўляйце з імі, тлумачце, што адбываецца. Дзеці ўсё выдатна разумеюць. Яны ўмеюць адрозніваць дабро і зло. І заўсёды будуць браць прыклад са сваіх бацькоў, а не з рэжымных ідэолагаў. Ад нашых дзяцей залежыць будучыня нашай краіны, а ад нас залежыць тое, якой яна будзе.